Сегодня мы решили показать вам немножко вечернего Гайслингена, небольшого немецкого городка, в котором меньше 30 тысяч населения. Что происходит в таком городке вечером, как живет город, тем более, что сегодня здесь проходит какой-то фестивальчик небольшой, который называется Musiknacht, то есть музыкальная ночь. И здесь в всяких ресторанчиках и в кафе сидят сегодня музыканты и вживую играют музыку, и этим привлекают публику. Мы с Ладой ходим сейчас по городу, уже заглянули в одно кафе, во второе кафе. Не во всех ресторанчиках сегодня есть музыканты, но некоторые выглядят очаровательно. Это, например, китайский какой-то ресторанчик. Вот. Освещение такое вот вечернее здесь. Это мы рядом с центральной улицей, недалеко Rathaus находится. И что я вам скажу? В общем-то, даже некоторые магазины работают до сих пор. Прикольные витрины здесь. Смотрите. Это сдалека можно подумать, что девушка, которая работает, ночная бабочка, но нет. Смотрите, какая стильная, со старым фотоаппаратом каким-то. Здесь продаются украшения. На самом деле это витрина каких-то ювелирных украшений, скорее всего. Вот наша центральная улица, Rathaus сияет в огнях. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. We talked until 2 and then she said, it's time for bed. She told me she was in the morning and started to laugh. Leider ist das Lied so kurz. Vielen Dank. Nein. Vielen Dank. Der Song ist zu kurz, gell? Der Song ist zu kurz. Aber ich halte es mit den zu kurzen Songs genau gleich wie mit den zu langen. Так, где-то я еще слышу музыку. Вот здесь тоже, да? Musiknacht происходит. Получается так, что эти все музыкальные вечера происходят в каких-то заведениях. А это, в общем-то, недешево ходить в каждое заведение и покупать там еду. И мы как бы в наглую ходим, просто заглядываем и снимаем. Смотрите. Мы можем в окошко просто. Гитарист какой-то шпилит. Да, с той стороны. В общем, этот формат интересный, но неудобный тем, что ты можешь выбрать только одно кафе какое-то и сесть там что-нибудь. Одного музыканта только слушать, и Да, только да. там есть, и пить обязательно надо что-то. Да. Целую ночь желательно. Да, это до 5 утра происходит. Вот смотрите, видите, в этом кафе тоже какой-то музыкальный фестиваль идет. Может, здесь просто музыка играет, не знаю. Ну, в общем, Может, танцы какие-то есть. Это здесь, типа дискотеки. Значит. может, дискотека, да. А в этом кафе пусто, закрыто, никто не выступает. Сейчас холодно на улице, сейчас где-то 1 градус тепла. И как бы немножко даже мороз, мне кажется, да? Утром был Да. иней на машинах, на траве, поэтому похолодало, конечно, уже середина ноября. И тем не менее, сейчас здесь более праздничнее, чем в новогоднюю ночь. На Новый год, допустим, в новогоднюю ночь вообще никого нет, только салюты и все. Да, да, да. Новый год здесь не принято праздновать, так как у нас. Здесь скорее празднуют Рождество
И, в общем-то, до Рождества остался месяц, поэтому мы будем показывать, когда уже будут стоять ярмарки, рождественские будут елки повсюду, и будут торговать глинтвейном и этими сосисками ихними немецкими. А сейчас пока, видите, вот такая обстановка. Значит, Это все. это все, да. Мы насчитали 5 кафешек с такими. Нет, ну концертами. городок не маленький. В другой части города там наверняка происходят еще другие какие-то мероприятия. Но все они по закрытым кафешкам, поэтому нам, в общем-то, не интересно. Играет какая-то музыка, но мне кажется, это из окон у людей просто. И поскольку музыка какая-то восточная, то, скорее всего, здесь живут иностранцы, не немцы. А вот это впереди у нас самый старый дом в Гайслингене. Он построен в каком-то 1400 каком-то году. Я даже не помню, сейчас мы, может быть, посмотрим. В 1397 году построен этот дом. До сих пор стоит, видите? Небольшая зарисовка про медицину в Германии. Сейчас мы с Ладой подъехали на машине к нашей больнице в Гайслингене. И у Лады есть некоторые проблемы, точнее, если точнее выразиться, Были. то проблемы были. Смотрите, как здесь случается. У Лады еще, когда началось полномасштабное вторжение в Украину российских войск, был сильный стресс, войска уже были в Буче, стреляли, в Ирпень уже входили, и у нее открылся какой-то нервный кашель, короче. Мы не знали, что с этим делать, и, в общем, когда мы добрались до Германии, мы обратились к врачу за обследованием, потому что кашель практически не прекращался, и все время что-то с этим было не в порядке. Пошли легкие в первую очередь проверили, и, в общем-то, на флюорографию мы быстро попали, и нам сказали, с легкими все в порядке, это, скорее всего, какой-то кашель, связанный с рефлюксом, то есть с желудком. И надо было проходить обследование. Это было еще в августе. Да, это еще было летом. Нам назначили, как это называется, процедура? Унтерзухан, Маген Унтерзухан. Ну, зонд глотать, по-нашему это глотать зонд и проверять желудок. Вот это очень неприятная процедура. Ну, вот процедура, вот она нарисована. Ага. Вот такая процедура. Глотаешь зонд, у тебя там все, в общем, какой-то ужас. Мы пошли где-то в конце июля, в начале августа. Это значит август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот через 4 месяца. 4 мы месяца, ждали. да, друзья. Это тот случай, когда у тебя уже ничего не болит, но Уже кашля нет, ничего нет, но мы идем проверяться. Ну, можно было отказаться, но как бы уже записались, так долго уже ждали. прождали, да. Эта процедура, вот она описана, такая процедура, и как она вообще будет происходить, и какие есть последствия. То есть то, что я прочитала, меня напугало ужасно. Там написано, что вы должны иметь транспорт, чтобы в течение 30 минут вас могли отвезти в реанимацию после Ничего себе. этого обследования. Потом обязательно должен кто-то сопровождать. То есть ты сам после этой операции не можешь идти домой, потому что ты будешь какой-то не такой. То есть это делается под наркозом. Хотя в Украине это все без наркоза. Вот такая вот противная процедура, шланг глотать, и там будет что-то обследовать. И как бы я боюсь теперь, вообще не знаю, идти мне туда или нет. Страшно. даже мне страшно. Да, Лада как-то- рассказала мне, говорит, с наркозом будут делать, и нужно сопровождать. Буду выносить тебя, если что, Лада. В смысле, под ручку вести. Sie dürfen hier Platz nehmen und warten, bis sie fertig ist. Sie müssen uns nachher unterschreiben, wenn Sie wieder mit nach Hause gehen. Sie dürfen wirklich. Все, Лада ушла туда глотать шлангу, а я тут остался. Как ты себя чувствуешь? Шикарно. Я вообще ничего не чувствовала. Мне даже горло не болит.
То есть мне сделали укол, ну, правда, укол один, потом второй сделали, анестезия. И сразу же я вырубилась. Проснулась здесь. Тебя везли по коридору, ты разговаривала по-немецки. Я Да. Ты не помнишь? знаю. Кислоты нету особенной, то есть рефлюкса тоже нету, то есть кашель. А вот это что за Почему аппарат? кашель? Это давление, ну, я же сказала, что у меня высокое давление. Все, вышли мы из больницы. Влада своими ногами идет, нести не надо. Такое чувство, что я немножко Немножко хорошая анестезия. Так, идем к маме, несем продукты в очередной раз. Надо поубирать у нее. В общем, у нас много забот. Мамуся. Мамуся. Ольга Лукинична. Что, нету дома? О, Ничего себе. мама пропала. Не понял, где она. Мы ей принесли сумочку, а мама где-то шарится. Может, в парк пошла погулять? Сейчас спрошу. Алло, мамусь. О, привет, ты где? Мы к тебе пришли, а тебя нету дома. А где? Ты где-то по соседству, да? А нас не выгонят? Окей, хорошо, сейчас подойдем. У кого это? У соседа снизу говорит. А, хорошо, мы сейчас зайдем. Ты представляешь? Может, надо взять с собой что-то? Ну так еще украдут, женят. Так, это Потом мы выложим, потом пойдем, выложим, да. Ну давай. Давай конфетки возьмем к Конфетки соседу, возьмем. да? Прошу, заходите. Валентин, здравствуйте. А ничего, если мы с камерой? Ну, хоть снимать что? Да? Ну, что ты снимешь, как снимешь. Добрый день. Добрый день, к вам можно? О, вообще мама у вас теперь. А вы тут долго вообще уже живете, да? Давно. Давно, да? Сколько? Больше 20 уже. А, так вы уже давно, это ж... Вы Я не уже беженец здесь жил, еще в какой-то. Гаслинге был, еще приехал давно сюда. Еще Коуфланта даже этого не было. Потом открылся давно. Ага, это вы в Гаслине? Я вот тут жил на Урале, как было. А на Урале вы из России. Из России. А вы уже и по-немецки говорите, не? Ничего не научился Не с русским. Не получилось? А вы ходили на курсы вообще, когда приехали? Вот это вот, как у нас было такое, что там типа интеграционные курсы немецкого? Да, было я тут, как помогал работать, не пригласили. А так и знал. О, это интересно. Если А вы вы расскажете о том, как вы сюда попали, и это, как вы работали, где, это вообще нам очень интересно. Мы просто, ну, Работал еще везде. Где пошлю. вы пошли. На велосипедах работал. Куда В смысле, делали велосипеды? Давайте, наверное, это, Давайте чайку, да. Давайте я вам... чайник чуть. О, у вас тут прянички. Давай. Ну, вам конфетки. Послушай, А где капучино будете пить или кофе пить будете? Конечно. Что там взяли? Нет, Капучино? это ваш сын или ребенка? Это внук. Ну, Вот сын ты мой, вот здесь сын его. Вот он. а, вот это сын, это его, это ваш внук, а это, получается, правнук. Это правнучка. Ну, по Варвара. вас не скажешь, что у вас правнуки есть. Ничего Варвара. себе, класс. Там один мужик тоже работал на Мерседесе. Я говорю, ты умеешь? Я говорю, чушь, до свидания, как говорят. На конвейере стою и даже, говорит, поговорить. Вообще разучись говорить. Ну как на конвейере, тут там все собираешь, все, говорит. Да, ага. Не с кем даже поговорить, говорит. А там же не будешь разговаривать, с конвейера не уйдешь. Конечно. А вы работали на Мерседесе на конвейере, да? Тут? Не, я вообще не работал, в магазине работал. А, в магазине. А. На велосипедах. Продавали велосипеды или ремонтировали? Ну, как у нее был магазин свой, вот работал. Когда уезжала, полностью отбивал, работал, все.
Это здесь, в Гайслингене магазин, Да, да? большой был магазин. Русский. Ну, класс, вообще Ольга Мамусь. Лукинич на все. У вас есть теперь друг. А, кстати, тут, видишь, окна немножко отличаются побольше, да, в этой комнате. И здесь вид такой. У вас вид из окна прекрасный. На горы. Вот крест. Да, крест видно. Ну, действительно, тут получше. У мамы так на стену вид. А, кстати, у вас не холодно тут? Как у вас с батареей, с отоплением? Да почему вот эти руки тут. А, вы выключаете, да? Да, чтобы- выключаю, что-то жажа такая. Комната маленькая. М. Я почти все выключаю на двойке, на тройке все. Валентин, а вы сейчас уже на пенсии, да? Вам... Давно, мне уже 75 лет исполнилось. Подождите, В октябре. а можно нескромный вопрос? У вас немецкое гражданство, да, я уже так понял, или нет? Ну, вид на жительство. А, вид на жительство, да? То есть вам эта пенсия немецкая не положена, как бы, или положена? Ну, мне русскую платят и немецкую. Русскую, потому что у меня минусует, сколько получаю. А, как и у мамы, да? То есть она получает украинскую пенсию, ей ее вычитают и доплачивают На пособие. прожиточный минимум. Прожиточный минимум. Ага, понял. То Каждый есть год справку. это не пенсия называется, это просто пособие, Социал. социальное пособие, да, я понял. Включайте. А куда? Как у вас дела с тараканами? О, смотри. Пойдем покажу. Вот смотри. Вот стоит. Пойдем вот здесь. Я все Это что покажу. стоит? Эти туда наливаешь масло. Вот стоит. Сейчас включу. Это Посмотри. масло у вас стоит? Вот, блин, вот бутылки. Вот. Кругом. И что в этих бутылках? Это масло наливаешь, и они попадают, не могут вылезти оттуда. Ага. А, то есть подсолнечное масло просто в этих На бутылках? дно, на дно. Ага, это ловушки такие. А ловушка. Ага. И здесь. Вот это она... Это нет, это пустая. Во. А вот это, да? Да. А можно посмотреть? Там Или- крылья А, плавают. Может, нет. Если не знаю. Ну, Где да, есть, нет. Я Ну, там не а я видно. понял. То есть они залазят туда, потому что их привлекает запах, да? Ага. И вылезти не могут, да? Нет, Подожди, свет а вот здесь. свет? Вот здесь, да. А ну. Вот в тех было, вот здесь попадало, они все больше здесь. Смотри. Ну, я не вижу. Ну, там не видно, да. Вот, видишь, здесь насел, тут насел, Тараканы тут. есть, да? А, вот это все банки из-под молока, это все. Да вот это здесь, все ловушки, да? здесь, и здесь наставлю, тут кругом. Ага, о, отлично. Я ловлю. Ну, их меньше стало за последнее время. Ну вот сегодня ночью одного где-то видел, так почти нету. Одна- А ночью? Ну, это немного. Всё, А ночью вы спите, вы не видите. их. просыпаюсь. Все ловил тут где-то. Мама по ночам не спит из-за них, она тараканов Вот бегает ловил. ловит. А вы не? Вы спите? Нормально? Вот, Вас они не просыпаюсь. тревожат, да, дочь? И Это мама. вот ставил тут везде. Ага. Когда они появились? Вот не было же, да? вот. Не было вообще. Они, знаешь, Вообще не было. вот тебе расскажу. Первый раз я ничего не ожидал. Вот этот щит электрический открыл. А, Оттуда тараканы. Вот Когда? отсюда, во. Ну, да. Я у меня глаза на лоб отсюда полез. Ну, я заклеил уже тазы все здесь. ясно. Вот отсюда Глаза полезно. на лоб. Ну, Потом да, они любят это. ночью смотрю, тут бегают, тут бегают. Это когда было? Месяц, два, когда? Да, вот где-то Вот как летом. у мамы завелись, они, видно, в одно Не, время, вот ты да? знаешь, Ага. где-то вот в ну это где-то вот, Летом, да? вот осенью где-то. Осенью, А, в даже сентябре, ближе к осени. наверное. И те во, Да. везде бегают, потом и тут. Так, У меня глаза на лоб, а что делать? Потом почитал на интернете. Ага. Ну, в одну там много попалось. А я смотрю, выползли, пацаны. Ужас, да, вообще, тараканы, это, конечно, вау. Надо же быть. А эту ж квартиру вам тоже социал оплачивает, да? Это Да, ж, плачет, большая чума. капучино прямо делается, это классно. Вот эти деньги. А, вот. А, вкусно. Это... Мгм. Мне дали. Я понял, отлично. О, вы попали, да? Ну что, я рада. Ну да, Чтоб можно познать. пообщаться. А то сидишь одна и одна все время, пытаешься что-то Когда мы вязать. там придем и сколько там? Вот я пойдет, она регулирует. Ничего себе, какая здоровенная, да? Она у меня лежит, я не пользуюсь, у меня все равно валяется. У нас тоже маленькая квартирка. В принципе, я думаю, мы ее где-нибудь поставим вот так вот. Наша учительница по немецкому языку, у которой мы учились на курсах,
прислала нам сообщение, что опять устраивает мероприятие в Штутгарте. Она все время устраивает какие-то интересные, вкусные мероприятия. В этот раз она пишет, будет королевская еда. Ну и как обычно какие-то представления, там музыкальные, может быть театральные. В общем, это будет уже вот на днях, в субботу, 23 ноября в Штутгарте с 11 до 15. И тут адрес есть. Я адрес оставлю в описании под этим видео. Для тех, кто живет здесь возле Штутгарта, то будет интересно посетить. Там, правда, надо ей написать на ее электронную почту, что вы хотите побывать на этом мероприятии, потому что это связано с едой, количество еды ограничено, поэтому нужно предупредить. Я рекомендую, там всегда очень интересно, очень вкусно, очень аутентично. Алло, Лёйте! Hallo Leute. Сегодня мы с Даниилом Денисовым находимся в славном немецком городе Ульм. И догадайтесь почему? Потому что Даниил сегодня... Едем в Италию. Не едем. Даниил едет в Италию, я остаюсь в Германии, да. И расскажи, по какой причине ты туда мчишься? А я в своем видео, где я рассказывал о новом аккордеоне, который я сам спроектировал, даже указал на некоторые недостатки и сказал, что поездка в Италию неизбежна. Вот сейчас время настало. Через минут 40 я буду отправляться, а завтра утром, в понедельник, уже должен быть на месте. Вот он, этот аккордеон, который является причиной поездки. Куплен он был в Италии, но имел недоработки. Как называется? Скажи? Матрикс, Бельтуна. Бельтуна. Бельтуна Матрикс. Это супер аккордеон. Я его поместил в старый чехол, чтобы он меньше у меня места занимал. Есть надежда, что я его как ручную кладь возьму с собой в автобус. Сколько стоит билет в Италию на Фликсбусе? 43 швейцарских франка он стоил, но в пересчете на доллары оказалось 50. Кастельфидардо. Это не на побережье? На побережье. На побережье? Недалеко. О, так ты там запишешь какой-нибудь. Может, я даже на побережье выйду, на море посмотреть. Кастельфидардо — это мировой центр изготовления аккордеонов. Это как бы такая столица. Там в каждом доме фабрика какая-то Ничего аккордеонная. себе. Вот так вот идешь, По тут улице. тебе одна вывеска, и там витрина, ты можешь рассматривать. То есть, если делать репортаж, то там есть что показать. Ну так Там мы ждем, реально. ждем от тебя репортаж про Реально, да, Кастельфидардо. реально хорошая мысль. Спасибо, да. Хорошо. И с музыкальным оформлением обязательно на каком-нибудь уникальном аккордеоне. Если Хорошо. не на этом, попроси у кого-нибудь там. Хорошо. Оказалось, автобусы Flixbus можно отслеживать по их сайту. Мы здесь ввели данные билета, и видно, что он уже находится в Ульме, то есть с минуты на минуту должен подойти. Знаете, в чем прикол? Мы с Даней смотрели на эту карту и выяснили, что карта показывает, что автобус Уже вот он, здесь. стоит уже здесь. Вот мы, черная точка это мы, да, а автобус у нас как бы левее чуть-чуть. Мы вот поворачиваемся, смотрим, где левее, автобуса нету нигде. Что такое? Ну должен быть здесь. И, короче, поговорили с этим парнем, да, а он говорит, да, автобус будет здесь останавливаться. Говорит, шофер уже приехал. Уже в машине сидит. Да. Мы поняли, что трекер отслеживает телефон водителя, а водитель вот он стоит уже тут в машине сидит. А вот и автобус, смотрите, зелененький, красивенький международный Flixbus подъезжает. Ну, Данил прям садится. А люди выходят покурить. Это... Подожди, говорит, подожди. Надо сначала зарегистрироваться. Так, Данил грузит свой аккордеон в багажник. Автобус-то двухэтажный, да? И там народ дрыхнет. Сейчас Даниил покажет билет в электронном виде.
Он собирался аккордеон свой на руках держать, а пришлось его сдать в багаж. Ну, зато ему легче будет ехать. Но он волновался за аккордеон, чтобы его в багаже не покоцали как-нибудь. А ты не взял паспорта, что ли? Reisepass-Mann? Данил еще не взял свой паспорт. Так, друзья, вот это случился облом, так облом. Мы, короче... Облом полнейший, потому что я расслабился и уже себя чувствовал здесь как немец с немецким документом. И забыл про то, что мне нужен, как это называется, Ну, загранпаспорт. загранпаспорт. Загранпаспорт украинский. И я его просто не взял. Вот Ну такая да. фигня, диточки. Теперь надо ехать назад. Короче, ждали мы целый час этого автобуса. Да, я здесь. замерз, уже зуб на зуб не попадает. А И сейчас надо ехать назад. что тебе сказали? Ты можешь деньги эти использовать еще раз, да? Надо позвонить туда, в эту контору, Мгм. и либо вернуть деньги, либо просто перебронировать на следующий рейс. Завтра поехать, например. Вот это да. Это вообще дурдом. Честно, это дурдом. Точный дурдом, конечно. Почему дурдом? Потому что у меня времени не так много. И если я выйду завтра, то будет совсем впритык. Мне будет как бы невозможно там надолго остаться в Италии. Но если бы ты сел в этот автобус без паспорта, тебя на границе могли Могли бы бы высадить. просто высадить и все. Это было бы просто вообще... Не, ну видишь, они не допустили такого. Да, они сказали, мы не можем тебя взять. Может, меня бы и не высадили, но они меня высадили уже. Ну хорошо, хоть недалеко от Ну дома. хорошо, да. Смотрите, какая осенняя красота здесь. Дом, который весь обросший этим плющом, не знаю чем. Вот листья попадали. Может, виноград, да, я не знаю. А, смотрите, это какой-то дикий виноград, наверное. Это виноград. Мгм. Только он очень мелкий. И тут прям такой ковер из листьев. А мы сегодня с Ладой и с Даниилом были у врача. Даниил, как обычно, нам помогает разобраться с немецкими врачами, потому что там важный вопрос. Нам надо было направление взять к гастроэнтерологу. Без направления, оказывается, Лада, расскажи, сколько стоит вот эта манипуляция, которую с тобой сделали? Страшно говорить. Ну, От $500 до 1500 евро. евро. Кошмар. А нам сделали ее и сказали, если вы не принесете направление от домашнего Да, врача, будете сами то будете сами платить. Поэтому вам надо сейчас срочно его отнести. Да, да, срочно несем. Мы взяли уже это направление. Но это... Сейчас зайдем еще, кофейку попьем с тобой. Покажешь нам свою любимую кофейню. Конечно, конечно. И все, а потом отнесем. Мы зашли в кафе, где очень-очень много вкусняшек. Покажу вам, смотрите, 3,60 стоит кусочек вот такого торта, 3,40 вот такой торт, 3,60 вот такой пирожное стоит, 2,80 банан в шоколаде, 3,50 еще какая-то моцарелла
Бродхен булочка с сыром. Короче. Много всяких вкусностей. Здесь тоже по 2,60, по евро 50 даже есть. Вот. Короче, мы взяли 3 кофе, да? 3 капучино. 3 Шнеки. Почем эти шнеки? По 2,30. Вон там церковь на улице. И вот такой немножко подъем наверх. Там столики стоят. Можно зайти и посидеть в этом кафе. Мы сейчас так и сделаем. Вот наш кофе. А во сколько обошлось нам это пиршество? 15. Давай попробуй вот эту вкусняшку, скажи. Это моншнеки. Маковая улитка. Шнеки-улитка, да? Вкусно? Да? У нас просто Вкусненько. шнеки. У нас просто шнеки. Это шнеки тоже вкусно. Я только что откусил. Обалденно. Мне эти булочки больше всего в Германии нравятся. Они такие классные. А ты уже свою съел, да? А, нет. еще. Моншнеки еще не съел, но я, наверное, не справлюсь. Она такая здоровая шнека. Ну да. Тут зайдешь просто кофейку попить и уже с таким пузом выходишь. Остановиться невозможно. Можно растолстеть. И так каждый день, по много часов. Друзья, кто знает, что происходит, скажите, это сосед у меня такой, Жиган, кричит постоянно. То ли поет, то ли с кем-то общается. Непонятно. يا صديق في المنافي رغم المسافات وسط المناحات والغيوم إلى من عاش حرا كما النسور عظما فداك الشوارع. У Лады есть возможность получить еще 300 часов обучения немецкому языку. Почему мы до сих пор не пошли на эти курсы? Почему мы до сих пор не использовали эту возможность? Потому что нам очень долго не приходило письмо из БАМФа с разрешением. Всем нашим друзьям, которые в такой же ситуации были, им уже давно пришло письмо, они уже давно записались в какие-то языковые школы, а мы все не могли получить никак. Здравствуйте. Серьезно? Я из Харькова еще с Киева вас смотрю, когда еще Ой. были. Очень приятно. В общем, мы встретили подписчицу, поговорили с ней. Сейчас боимся опоздать в языковую школу, они там до 12 часов работают, может быть даже очередь, а сейчас уже 11. В общем, в конце концов мы получили разрешение письменно, вот у Лады в руках там конвертик. Да. Мы искали это письмо, оно 2 раза к нам не приходило, то есть это почтовые сбои какие-то с разрешениями. И вот наконец мы его получили и все, бежим пытаться устроиться в языковую школу здесь, в нашем городке, потому что ездить снова в Гёпинген это очень сильно сложно. И это забирает массу времени. А у нас теперь совсем мало времени, остается очень много забот. Мама сейчас все хуже себя чувствует, поэтому будем пытаться записаться. Как получится или нет, не знаем. Сейчас вот как раз подошли к языковой школе. Смотрите, вот здесь она находится. Надеюсь, нам повезет. О, какие люди. Либо Фройнды. Алло. Привет. Ну как, получили письмо с БАМФа. Идем оформляться. Приятно. Давай. Тоже, да, привет. Ира, ты тоже? Она хочет узнать, начало курса будет когда. Я. Vielleicht Sie sind
Валера, знаешь? Кайне. Оформилось, все. Получилось, да? Да, все получилось. Единственное, что сказали, надо ждать, и они не знают, сколько ждать. Ну, говорит, может быть, полгода придется ждать, потому что нету мест. И в любом случае мне нужен только 4-й квартал курса. Поэтому если даже будет курс, то я буду ждать, пока этот курс начнется, и 4-й квартал я подойду. Когда 4-й это модуль будет? ты имеешь в виду, да? Модуль я имею в виду, да. Но она Фертель говорит. А, Фертель. Ясно. Ну, в общем, Да. придется еще полгодика тебе Да. дома заниматься. Это, кстати, хорошо. Ты дома подготовишься. Мне это лучше. Вообще-то я все, что я знаю, я выучила сама дома, поэтому мне вообще эти курсы как бы не нужны, я сама учу. Но для получения сертификата Да. тебе нужно сдать экзамен на B1, а для этого нужно ходить на курсы по-любому. Ну да, опять-таки, нужен ли мне этот сертификат? Если я захочу работать, конечно, наверное, нужен, если я захочу работать как музыкальный учитель, тогда мне нужен B2, тогда мне надо будет этот курс, а потом еще B2 закончить, а потом уже работать. Ну, в общем, эту проблему, считаем, мы решили или отложили. Все. Ну что ж, попытка номер 2. Алло, Лёйте. Вчера Данилу не удалось уехать в Италию. Потому что Италия, она страна для избранных. Туда не пускают просто таких Без паспорта. оборванцев. Оборванцев без паспорта. Я звонил сегодня в эту компанию, которая осуществляет перевозки. И мне там сказали, что если я не взял загранпаспорт, это моя вина. И я должен покупать новый билет, что я и сделал. Короче, не вернули Даниилу деньги за вчерашний автобус, который его с собой не взял в Италию. И ему пришлось покупать новый билет. И вот он купил его и сегодня снова едет в Ульм, чтобы сесть на автобус Flixbus и вот уже наконец все-таки отправиться. Так, смотри, это не твой поезд, это на Штутгарт. Я сегодня Данила не буду провожать прямо вот до Ульма, как вчера, но на поезд посажу. Нужно проконтролировать, как ты уехал. Да, это важно. Ну ты уже выучил дорогу, мы с тобой даже на трамвае покатались там. Это, в общем-то, была хорошая разведка. И она стоит тех денег, которые я отдал за билет. Разведка за 50 евро. Разведка боем за $55. Откуда отходит автобус? Посмотреть, съездил, Да. посмотрел. Вот, шоколад и конфеты. Подарунки. Это подарок итальянскому другу, да? На Италию. Да, кстати. Экспорт. И еще ты понял такую вещь, что не нужно брать старый чехол, да? А лучше использовать Да, новый. вот это я понял, потому что мне не дали его на ручки взять. А если на ручки не брать, то этот более надежный. Bahnsteig, Gleis 2 und 3. Tür öffnet. Сейчас уже приходит наш поезд. Данил приготовился, поскольку я его не сопровождаю прямо до Ульма. Посмотрите, как он экипирован. Как робокоп. Смотрите, спереди рюкзак, сзади аккордеон. И с этим он должен ехать в Италию. В таком виде. Готов сказать, поехали. Y vamos a gozar, la cumbia que lo pone los latinos.